Я решил сократить путь через лес, чтобы заночевать в заброшенном доме на опушке леса. По пути я встретил странного мотоциклиста, который остановился и следил за мной. Путь через лес был напряженным и жутким. Мопед несколько раз сглох, но мне все же удалось добраться до заброшенного дома у родника. Я надеялся выспаться и даже не догадывался, что самое жуткое лишь начинается. Досмотрите это видео до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Есть такая легенда в этом месте, что где-то километрах 15 плюс-минус есть пересечение дорог. И говорят, что на том пересечении дорог был когда-то царский хутор. И во время гражданской войны там была битва между большевиками и меньшевиками. И одни, я не помню, кто кого окружил, но, короче, их всех на том хуторе сожгли. И с тех пор говорят, постоянно что-то кажется. И с тех пор там, говорят, происходят какие-то странные вещи. Вид полтергейстов, и на тех дорогах часто происходят аварии. Понимаете, деревенская дорога между двумя полями, где машины ездят там раз в 2 дня, и там происходят аварии, то есть сталкиваются эти редко едущие машины. А вот это, ребят, вдалеке выло. Что, понимали? Тут просто некому ездить, блядь. Сука, что они еще тут делают? Так. А кроме этого шума, ребят, слышали вой? Блядь. Откуда-то туда выли. Так, ребята, мне вообще это не нравится, потому что если они бешеные, эти волки, то я ж не знаю, что будет дальше. Короче, буду сейчас заводить драндулет, пытаться отсюда вообще свалить к чертовой матери. Впереди, короче, передо мной машина только что проехала, не успел отснять. Я камеру убрал, блядь. Хуй кто-то вообще тут ездит по этим ебеням. Но самое главное, что даже никто не спросил, даже они предложили помочь. Короче, как-то так это все выглядит. Ребят, мне реально страшно. И я вроде как слышал, если не ошибаюсь, когда ехал, как будто волки выли вдалеке. Уже лес вот там впереди. Я надеюсь, что все будет хорошо. Короче, вообще ничего не видно. Фара еле светит. У меня сегодня путь посетить то место, где я ночевал в прошлом году у ручья. А если оно сейчас сохранилось, если оно сейчас, кто-то едет впереди, ребята. Представляете? На этой дороге вообще никто не должен ехать. Капец. Какой-то мужик на мотоцикле проехал. Короче, сейчас стал на перекрестке. Чтобы вы понимали, тот мотоциклист, который проехал, он сейчас стоит на дороге и пытается завестись. Он, походу, заглох на склоне. Я вот не знаю, стоит ли к нему ехать. Или лучше уехать дальше, потому что я не знаю, что это за человек. Он очень странный какой-то был. На меня смотрел, что голову выворачивал. В общем, суть такова, ребята. Я сейчас нахожусь на перекрестке дорог. Вот дорога вперед,
дорога направо. И мне, судя по всему, надо ехать направо, на грунтовку. И мне особо не хочется туда ехать. Потому что именно вот там, вот справа, вот там. Там дорога проходит через лес. Но, наверное, мне все-таки туда придется ехать. Как бы мне не хотелось. Короче, чувак до сих пор заводит мотоцикл, дергает ножку. Ладно, не буду светиться. Буду продолжать путь. Короче, ребята, вот я припарковал мопед. Вот это место. Я тут не был год. Оно заныканное под горой, короче. И можете видеть, что тут давно никто не был. Идемте посмотрим. И надеюсь, там никого нет. Ах. Все разваливается. Так. Блин. Опа. Даже на диване кто-то есть. Посмотрим сейчас. Фух. Показалось. Короче, ребята, смотрите, какое место интересное. Я тут в прошлом году ночевал. И тут, судя по всему, никого не было за этот год. Ну, потому что его не разграбили. Мангал. Ступеньки. Блин, собаки разлазят. Просто деревня внизу. А тут родник, видите, под горой, ребят. Отсюда вот течет вода. Стакан. 100 лет, видите, его никто не переворачивал. Он весь засыпался всем. Паутина внутри. Мне еще понадобится сегодня что воду пить. Сегодня, наверное, переночую тут и поеду завтра дальше. Короче, вот такое вот место. Сейчас чуть расширю. Вот так он выглядит. Яблоки падают в воду. Показалось, что кто-то бежит. Ребята, тут ничего нет, кроме водоема и постели. Все. Больше ничего нет. Ребята, в общем, я установил камеру ночного видения. Буду сейчас отключаться. Свет, фонаря и буду отдыхать. Все равно жрать с собой ничего не брал. Я вообще не планировал сюда заезжать. Но получилось так, что я не могу ехать дальше, уж комендантский час. В находящейся внизу деревне не было видно ни одного уличного фонаря. Немногочисленные местные жители по абсолютно непонятным причинам отключили освещение даже в своих дворах. Яростный собачий лай подсказывал, что по темным улицам полузаброшенной деревни кто-то ходит. Но кто это может быть? Сумасшедший местный житель? Волки? Или же еще более жуткие создания? Меня объял дикий ужас, поэтому я разговаривал сам с собой, чтобы успокоиться, вслушиваясь в панораму странных звуков. Через какое-то время собаки немного приутихли, и я расслабился.
даже не догадываясь, что самое жуткое еще впереди. А это вообще страшно осознавать. Была история тут. Блин. Чё за... Ребят, два глаза было. Кто-то шуршал в кустах немного теребает аж. Два глаза было зеленых. Это кто может быть? Лисица может быть. Волк какой-то, я не знаю. Блин, еще кто-то говорит там. Детский смех. Вдалеке на улице. Но я свет погасил, меня не видно. Блин, надеюсь, они сюда не придут. Черт. Темно, ни хрена не видно. Слышите? Начало 12-го ночи, ребят. Там кто-то по улице ходит, орет. Схренали. Очень надеюсь, что ко мне никто не придет. Походу, эта ночь будет бессонная. Я так понимаю. Комар кусал, больно было. Представляете? Даже связи нету, нет сети. То есть, если тут что-то со мной произойдет, то я просто-напросто даже не смогу ни с кем созвониться. Блин, холодает что-то. Ах, чё. Мне удалось каким-то чудом заснуть. В течение этих 3 часов камера не записала ничего интересного. Собачий лай, шумы и трески. Возможно, на водопой спускались дикие животные из леса. Но к 2 часам ночи началось то, от чего я в ужасе вскочил. Странные крики, то ли из деревни, то ли из ближайшего леса, повергли меня в шок, и я был вынужден пойти с фонарем и выяснить, откуда они. Блин. Чушь. Что-то было. Камера на месте. Ребят, не знаю, мне или приснилось, или в натуре был детский плач.
Вы слышали? Опять. Вообще ни хрена мне это не нравится. Черт. Что за фигня? Что за фигня вообще? Что за фигня вообще? Детский плач только что был. Здесь там никого нету, блядь. Фух. Надеюсь, там сверху никого нет. Что за фигня вообще происходит? Ребенок, ребята, плакал только что. Ну там сверху никого не было. Ну там сверху никого не было. Меня несло. Я думал, что сверху вроде был звук. Но там сверху лес. Внизу село. Ну что ж, доброе утро. Недавно только проснулся. В общем, ночь прошла, слава богу, более-менее адекватно. Я тогда выключил камеру, еще кто-то на улице чуть поорал. Но никто не поднимался сюда, слава богу. Сейчас, можете видеть, какая-то погода такая пасмурная. Ночью чуть-чуть дождь моросил. Я, бляха-муха, так замерз, что вообще еле-еле согрелся, короче. Напишите в комментарии, вы бы остались ночевать в таком вот месте, сами, наедине с природой, или нет. Ночью кто-то, возможно, спускался на водопой, потому что я слышал какие-то шумы вот с той стороны. Может быть, лиса приходила, может быть, не знаю, собака какая-то. Но самое главное, что я жив, что я не замерз. Это означает, что этот выпуск очень скоро выйдет на канал. Ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал. А я сейчас пока при свете дня покажу свое пристанище. Тут деревня недалеко внизу, метрах 200. Чуть больше. Видите, дождь моросит. В общем, такое вот у меня тут место. Телефон выпал, как обычно. Какая-то яма. Всякое барахло, не знаю, какое-то. Вот, ребята, оттуда был шум, оттуда кто-то приходил. А так это вот такая вот бассейн, чашка, мостик, вниз там будет спуск и выход на улицу.
яблочки. Сейчас наберем настоящей студеной воды. Это родник, ребята. Вода тут течет уже много лет. Вкусная ледяная вода. Единственный минус, что я с собой кушать не взял. Проголодался капец. Я буду спускаться, доставать мопед из кустов. Вон там он внизу заныкан, короче, ехать к знакомому. Покушаю у него очень вкусно. Заряжу камеры наконец-то. Приму душ, блин, в конце концов, потому что я грязный после поездки. И поеду, наверное, дальше что-то снимать для вас. Вы на канале Шульц Любопытный или Любопытный Шульц. Классните ваш королевский лайк. Подпишитесь на мой канал. И увидите еще много интересных вещей, событий, моих путешествий, как страшных, так и любопытных. Я сейчас утром мало что соображаю.